Сколько стоит свет? Естественно, что зрячие не смогут оценить, насколько ценен свет. Ведь при рождении мы никому не платили за возможность видеть. Зрение досталось нам даром. Можно увидеть разницу, когда плохое зрение корректируется очками или линзами, но невозможно даже представить свет, который прежде не видел. ক্ষুদ্র আলোকসভা করতে চলেছি থেকে 60 গভীর তোমার বিরুদ্ধে এবং তোমার প্রতিবেশী বিরুদ্ধে জেনে না জেনে যত রকম পাপ অপরাধ করে এসেছে সব তুমি ক্ষমা করে দিও। Наша жизнь так устроена, что мы все время сталкиваемся с переоценкой ценностей. Сколько стоит пакетик индийского чая? Ответ прост. Несколько центов. Кажется, все просто. Но давайте не будем спешить с выводами. Мы ведь так мало об этом знаем. Индия. Штат Западная Бенгалия. Время – ноябрь 2018 год. Население штата – более 92 миллионов человек. Это 4-й по населению штат Индии. Последователи индуизма – 74%. Мусульмане – 23%. Христиане – меньше 1%. Площадь Западной Бенгалии – 88 752 квадратных километра. Общая протяженность автомобильных дорог – 92 тысячи километров. Есть несколько веток железной дороги. Западная Бенгалия – это один из самых густонаселенных районов в мире и самых промышленно развитых штатов Индии. Граничит с Непалом, Бутаном и Бангладеш. Бенгальцы – один из самых многочисленных народов мира, составляющий основное население индийских штатов Западной Бенгалии и Трипура, а также государства Бангладеш. Численность составляет около 190 миллионов человек. У бенгальцев развито музыкальное и танцевальное искусство. На севере штата произрастают кустарниковые заросли и леса. На территории штата расположено несколько национальных заповедников, где обитают индийские слоны, леопарды и бенгальские тигры. В сельском хозяйстве занято около 70% трудоспособного населения. Уровень жизни достаточно низкий. Быт примитивный. Индия занимает 2-е место в мире по производству чая. В Западной Бенгалии производится 5-я часть всего индийского чая. В штате 343 чайные плантации, общей площадью 1040 квадратных километров. Когда мы пьем чай, то не задумываемся о его истинной стоимости. Мало кого интересует ценой, каких усилий он собирается. Для нас это просто ежедневный напиток. Средняя плата работников на чайной плантации составляет около $2 в день. Это тяжелый и опасный труд. Сборщики чая страдают от жары, укусов насекомых и ядовитых змей. За год в Индии от укусов змей погибает около 50 тысяч человек. Часть этих пострадавших составляют те, кто работает на плантациях. А ведь мы, наслаждаясь этим прекрасным напитком, даже не задумываемся о том, что в стоимость чая входит и цена человеческой жизни.
Чайные компании, которые занимаются экспортом чая, получают хорошую прибыль. Их владельцы и акционеры имеют высокие доходы, но это никак не влияет на уровень жизни простых наемных работников. Нищенский уровень проживания, примитивный быт и изнуряющий труд снижает продолжительность их жизни. Сборщики на плантациях, а также рабочие на чайных фабриках не имеют возможности обеспечить полноценное пропитание себе и своим семьям. На заводе работают не только взрослые, но и несовершеннолетние дети. Для кого-то чай — это недорогой повседневный напиток, а для кого-то — изнурительный труд за копеечную оплату. Трудно определить настоящую цену индийского чая, если не учитывать условий проживания этих людей, недостаток медицинского обслуживания и отсутствие возможности получить хорошее образование. Невозможно также представить цену душевных страданий тех простых людей, которые живут в условиях постоянного обмана. Ведь действующие в коммуне идеалы равенства и справедливости, обещание счастливой жизни для человека труда зачастую оказывается только средством для эксплуатации одних людей другими. Таким образом, учитывая все это, цена чайного напитка становится очень высокой. Также трудно понять истинную цену света, если ты не был слепым. Для зрячего человека проще представить ситуацию, когда света нет. Например, достаточно воспользоваться обычными солнцезащитными очками, чтобы избавиться от яркого солнечного света. Стоимость этих очков будет в какой-то мере отражать цену комфорта для наших глаз. А теперь давайте подумаем о слепорожденных, у которых нет даже надежды на то, чтобы прозреть. Сколько для них будет стоить увидеть свет? Школа для слепых. Город Куч-Бихар, Западная Бенгалия. Школа для слепых появилась благодаря обычному состраданию. Христиане-миссионеры видели огромную нужду в заботе о тех, кто не может видеть. С начала 20-го столетия в Индии появляются первые школы для слепых. Школа в Куч-Бихар была организована в 1965 году норвежскими миссионерами. При поддержке церквей из этой страны были построена сама школа и прилегающие к ней постройки. Рядом было возведено здание церкви. С тех пор сотни детей прошли обучение в этом учебном заведении. На эмблеме изображена старинная лампада и крест. Надпись означает «Пусть светит свет для всех». I began my teaching
В августе 1973 года я начал преподавать в школе. В конце 1999 года комитет школы избрал меня директором. Моя цель была в том, чтобы учащиеся не только получали базовые знания, но и учились музыке, рукоделию, а также имели физическую активность. Несколько раз школа в Куч-Бихар испытывала серьезные материальные трудности. Закрылась христианская организация, которая ее спонсировала. В 2004 году ситуация стала настолько критичной, что двери этого учебного заведения пришлось закрыть на 6 месяцев. Все ученики вынуждены были вернуться в свои дома. Были задолженности поставщикам продуктов питания и учителям по зарплате. За неуплату в школе отключили электричество. В 2005 году ее руководство обратилось за помощью в государственные органы власти. Начала поступать небольшая помощь на питание и зарплату учителям начальной школы. Это было меньше половины необходимых средств. Директор комитета школы Радж начал писать письма с просьбой о помощи и отсылать их повсюду. Одна пожилая христианка из Швеции, узнав о плачевном финансовом положении школы, решила ее посетить. То, что она увидела, ее глубоко потрясло. И неравнодушная женщина решила сделать все от нее зависящее, чтобы спасти это учебное заведение. Она основала в Швеции организацию, которая начала собирать средства для этой цели. Благодаря этой финансовой помощи школа смогла расплатиться с большей частью долгов и возобновила учебный процесс. Казалось бы, что может сделать один человек? Но благодаря шведской христианке, которая имела доброе сердце, удалось восстановить то, над чем долгие годы трудились многие люди. И этот маленький светильник Божьей любви продолжил гореть в самой гуще языческой тьмы и человеческого равнодушия. Существование школы полностью зависит от наличия материальной поддержки со стороны. Государство покрывает около 20% наших финансовых нужд. Школа постоянно нуждается в денежных средствах для питания учащихся, осуществления обучающего процесса и реконструкции старых зданий. Забота о детях, которые не могут самостоятельно жить без чьей-либо помощи, это, конечно, высшая добродетель. Такая забота делает людей счастливыми. Сколько зрячих бездомных детей в Индии несчастны потому, что остро нуждаются в еде, одежде, жилье, образовании и медицинском обслуживании. Поэтому, сравнивая незрячих детей из школы для слепых с бездомными детьми по всей Индии, можно сказать, что эти слепые ученики в чем-то могут быть более счастливы, чем зрячие. И хотя они не могут видеть физический свет, но они могут на деле ощущать ту любовь и заботу, о которой мечтают многие их зрячие сверстники. В настоящее время у нас обучается 77 детей, которые постоянно проживают в хостеле при школе. Дважды в год на каникулы они возвращаются домой. Возраст учеников очень разный — от 6 до 20 лет. Обслуживающий персонал школы
23 человека. Доброе семя не сразу принесло добрый плод. Прошли годы, прежде чем можно было увидеть результаты миссионерской деятельности. Сегодня в школе приют и заботу нашли 77 мальчиков и девочек. Некоторые из них видят частично, другие — совершенно незрячие. Но в школе они имеют возможность не только познавать общеобразовательные предметы и изучать языки, но и научиться играть на музыкальных инструментах, работать на компьютерах. Глядя на них, трудно представить их будущее, ведь найти для них достойную работу в Индии, где существует большая конкуренция, на первый взгляд кажется невозможным. Трудно представить, что многие из этих мальчишек и девчонок достигнут в будущем больших успехов. Но это невозможное становится реальностью, когда помощь к ним приходит свыше. И об этом говорит многолетний опыт работы в этой школе. Многие выпускники школы имеют высокий уровень жизни. Среди них есть те, кто работает в банковской сфере, в авиакомпании. Также есть врачи и учителя. Некоторые имеют свой бизнес. I am a music teacher and geography. Я преподаю музыку и географию. Работаю в школе с 2015 года. 15. Я учитель языка Брайля и бенгальского языка в штате школы с 2005 года. Школа постоянно нуждается в миссионерской помощи. Видя этих ребят, невозможно просто так отмахнуться от желания помочь им. Поэтому в исполнении их нужд принимает участие Белорусская церковь. 2 миссионерки из Беларуси приехали на полгода, чтобы послужить слепым детям. Они принимают активное участие в жизни школы. Я конкретно преподаю английский язык в 5-8 классе. Я никогда до этого не имела опыта работы со слепыми детьми. Естественно, мне было сложно даже в преподавании, как преподавать, как найти подход к ним. Но дети чувствуют язык любви. Когда ты просто говоришь им теплые слова, дети, они есть дети, они чувствуют это. Я приспособилась, я какую-то методику сама разработала, и все получается, слава Богу. Заповеди Иисуса: «Возлюби ближнего того, как самого себя». Мне всегда хотелось эту заповедь испытать на деле. Мне хотелось попробовать что-то такое, отказаться от своих желаний, от своих планов на свое будущее и попробовать не заботиться о своем будущем, а просто взять и отдать это в руки Бога. Попробовать, как это жить по вере. Я скажу, что это просто чудесно.
Здесь очень много произошло изменений благодаря тому, что Бог послал нужных людей, финансы мы смогли кое-что изменить. Мне было грустно, что дети у них нет игрушек, они заканчивают свои уроки, им нечем заняться. Поэтому постепенно мы начали собирать эти игрушки. Вот эта комната была создана, и также у нас там во дворе качели и маленькая такая площадочка. Это все то, что было сделано за эти пожертвования. Мы проводим совместно с сестрой Викторией воскресную школу, встречи для девочек. Мы рисуем с детьми, мы занимаемся их развитием, мы помогаем утром им с гигиеной. Our children, they come mostly from Hindu and Muslim families. 85% обучающихся в школе — это дети не из христианских семей. Они знают, что в школе наравне с другими предметами изучается Библия. Многим детям это помогло узнать о Христе и увидеть свет среди тьмы. Человек не может быть счастливым, если он не надеется, не мечтает и не верит. Иисус сказал: «Я — свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Это относится ко всем людям, слепым или зрячим. Ведь видеть свет можно не только физическими глазами. Видеть свет можно сердцем. Смотря на этих детей, волей-неволей задаешься вопросами. Почему невинные дети рождаются с подобными пороками? Почему так много слепых? Кто-то может сказать: это потому, что многие люди отвергли истину. Вот и несут наказание за свои грехи. А кто-то подумает: это наказание за грехи, совершенные их родителями. Большинство индуистов уверены, что слепота и другие пороки — это карма, то есть плата за неправильно прожитую предыдущую жизнь. Подобная осведомленность порождает бесчувственность и равнодушие, которые, в свою очередь, приводят к слепоте душевной. Она же намного опаснее слепоты физической. Многие зрячие закрывают свои глаза, чтобы не видеть нужды слепых, здоровые, чтобы не видеть нужды больных, богатые, чтобы не видеть нужды бедных. В результате плетения из лозы получаются предметы, необходимые для жизни. Подобно этому, добрые дела одних людей драгоценной нитью вплетаются в полотна судеб других, помогая им преодолевать скорби и трудности. Может, потому в мире так много слепых и несчастных, чтобы кто-то из нас прозрел, чтобы мы смогли разглядеть чужую нужду и вовремя прийти на помощь таким людям.
Этот фильм не только о ценности света для слепых детей в далеком индийском городе Куч-Бихар, но и о ценности света для каждого человека. Для проверки зрения в медицине используется таблица, а для проверки душевного зрения используется тест сострадания. Если вы после просмотра этого фильма захотите помочь слепому, значит, вы видите свет, и вы можете сочувствовать страданиям других. Но если вы остаетесь равнодушными к нуждам людей несчастных, то, похоже, света у вас маловато. Возлюби ближнего, как самого себя. Простая, но действенная истина, которая поможет каждому из нас всегда оставаться духовно зрячим. Кто наш ближний? Тот, кому мы чувствуем сострадание, и есть наш ближний. Давайте будем проводниками Божьей радости, любви и утешения для всех тех, кто в этом остро нуждается. И тогда вы узнаете, сколько стоит свет для слепых.